Высаживаем наши розы в теплицу. Сегодня 29 марта. На улице плюс 10 градусов. Мы находимся на юге Красноярского края. На улице снега у нас нынче мало было, поэтому земля уже начинает оттаивать. Прошел недавно дождь. Ну, в тени еще лежат остатки снега. А здесь в теплице мы выкопали ямки, приготовили для посадки, заправили их перегноем и комплексным удобрением азофоской. Полили. Теперь будем высаживать вот эти саженцы с фирмы «Семена Алтая» из Барнаула. Купили мы их в магазине. Саженцы с хорошей корневой системой, но здесь вот вижу повреждение небольшое, нет коры. Но надеемся, что это не страшно. Корни есть. 2 года назад мы покупали саженцы с этой же фирмы роз, но там практически не было вот всасывающих корней, а было вот отстрижено вот так. Практически были просто 3 палочки вместо корней, где 2. Не было вот таких корешков всасывающих. И саженцы поэтому прижились очень плохо. У некоторых не было почек, побегов. Под парафином было просто почерневшие ветки. Видимо, недобросовестно так запаковали их или хранили плохо. Но вот эти саженцы с корнями. Надеемся, что они приживутся 100%. А те у нас прижились меньше, чем на 50%. Вот такой саженец. Очень красиво смотрится. Ну вот. Так, тут вот почка идет. И идет, наверное, это шиповник, скорее всего. Ну, посмотрим, когда вырастет, по листикам определим. Если это шиповник, будем удалять вот эту почку. Вот она. На границе как раз, вот где привита, прививка. Вот это вот место надо будет вот так засыпать землей, чтобы вот эти почки не оголялись. Корешочки расправим, посадим в ямку. Это мои бирочки с указанием сорта. Вот, сорт Лимба, зеленый. Очень развитые побеги, их уже пора сажать, держать уже дольше невозможно их. Я их тут напитала водой, в ведре была вода, прокалывала я пленку в нескольких местах, ставила водичку, они напитались, корешки пошли в рост. Ну и, соответственно, побеги тоже. Ну, хотя мы их и покупали уже с побегами. Дай бог, чтобы они прижились и хорошо росли. Так, вот мы садим их в ямку. Будем сейчас землей прикрывать наши корешки. Так, вот немножко присыпали землей. Сейчас я вам покажу, какой это сорт красивый. Вот. Сорт называется Лимбо. Фирма «Семена Алтая». Розочка зеленая. Давно хотела такую розу. Но когда я выписывала 2 года назад, саженец у меня такой, даже 2, не выжили. Не было на них живых почек, ни росточков, ни корешков. Надеюсь, что этот саженец у меня примется и будет радовать своими необычными зелеными цветами. Так, теперь мы добавим перегной сюда. Вот так вот. И засыпем далее нашу розочку землей. Вот еще один саженец. Посадим в эту общую ямку. Тоже хорошие корни. Сорт называется Кулватер. Почки практически все проснулись. В месте прививки нет никаких посторонних почек. Вот место прививки, его нужно на 5 сантиметров углублять. Корень хорошо развитый, со всасывающими корешками. Сейчас мы его там посадим и все вместе уже закопаем. Вот сорт Кулватер выглядит вот так. Сиреневая роза. Сейчас нужно добавить земли
уплотнить землю и хорошенько пролить наши розы. Розы эти будут здесь расти, пока позволяют им условия. Подкормки мы производим все лето, либо комплексным минеральным, либо коровиком, либо настоем травы с добавлением суперфосфата, чтобы розам хватало питания. Розы вырастают выше моего роста, то есть вот до крыши вырастают. Розы это 2 метра с лишним бывают кусты. Ну, некоторые особо высокорослые так растут, другие растут умеренно. Ну вот потом вам покажу следующее видео, когда розы распустятся, начнут набирать бутоны. Это я вам все покажу. На зиму мы розы укрываем сухими листьями. Вот остатки листьев видно еще на дорожках. Я их не стала с дорожек убирать. Корни, потому что у роз распространяются по сторонам тоже. Пускай они перегнивают. И будет дополнительное питание нашим розам. Чтобы они хорошо росли, цвели обильно. И ароматом и красотой своей радовали всех в округе. Вот мы уплотнили землю вокруг розочек. Сейчас досыпем еще земли и обильно польем. Открываем корневую шейку. Поливаем. После этого придется еще подсыпать земли, чтобы осевшая земля не открыла нам место прививки. Полить нужно обильно, чтобы вода дошла до корней. И чтобы розочки, привыкшие к влажным опилкам, не испытывали недостатка во влаге. Сейчас мы оформим луночки и наденем колпачки на наши розы. Вот из таких 5-литровых бутылей. Чтобы розы чувствовали себя как в парничке. Хотя здесь в теплице влажность присутствует. Но днем здесь очень жарко бывает, а вечером бывает холодно. Температура доходит до 0, до -2. Но при этом приходится топить печку, чтобы здесь хотя бы положительная температура поддерживалась для наших розочек. Они сейчас начинают распускать свои листочки, потом пойдут побеги молодые. Они боятся заморозков. Хотя сами розы терпят до -5, выдерживают температуру. На улице мы розы не садим в открытый грунт, потому что снега у нас здесь бывает очень мало. Нынче был снег только в ноябре, в декабре. Потом его практически уже не было, ветром сдуло. И весной тут уже тает только в северных сторонах, где солнце не попадает. Там только еще остались остатки снега, льда. Вот это вот растаивает. За стенами нашей теплицы вот еще остатки снега и льда. Здесь у меня посажены сентябрины. Вот они вмерзшие в снег, в лед. А в теплице у нас тепло. У меня высажены саженцы хризантем крупноцветковых. Выращивала их из черенков. Вот высадила их 2 дня назад. Ждем, когда они тут хорошо приживутся, начнут расти. Дай бог, к осени зацветут. Здесь подращиваются луковицы лилий. Вот они в ящиках пока. Будем высаживать их в грунт. Это эустома, априкария. Здесь у меня саженцы астильбы, хосты, рододендрона, елочек голубых. Будем высаживать вот по краям. Роз лилии розам не мешают. Они прекрасно соседствуют. Лилии, когда цветут, тогда розы идут уже в большой рост и свободно растут. Никто никому не мешает, а лилии наливают луковицы.
Здесь у меня посажены огурцы, пока они еще не взошли, и редиска по краям.